Жареный рис с кимчи. В Корее это блюдо называется кимчи бакэмбап. Оно совершенно не хитрое и много нам для него не понадобится. А понадобится нам на 2 порции 2 сосиски. Учитывайте, какие они у вас: соленые, не соленые, острые, не острые. Вот у меня они уже сами по себе сосиски острые. И несколько стручков зеленого лука нам потребуется с вами, и также отварной рис. У меня здесь 2 пиалы, 2 стандартные маленькие пиалы. Это на 2 порции. Рис должен быть уже остывшим, он должен быть отваренный и остывший. Именно такой рис использую для приготовления этого блюда. Ну и, конечно же, мы не обойдемся без самого главного ингредиента, это кимчи. Кимчи для этого блюда тоже лучше использовать особенный, тот, который долгой выдержки. Называется он шин кимчи. И потребуется нам где-то около 160 грамм на 2 порции. И все, собственно говоря, вот они все наши нехитрые ингредиенты. Приступаем. Сосиски мы должны нарезать. Нарезаем их кружочками или полуовалами, как вам больше нравится, крупно или мелко. И нарезаем достаточно тонко, чтобы они побыстрее приготовились. Зеленый лук мы нарезаем его тонкими кольцами. Сколько его, в принципе, класть много или мало, зависит от того, насколько вы его любите. Если хорошо любите, положите побольше. И кимчи. Если кимчи у нас не срезана кочерышка, то кочерышку мы срезаем, не используем. Это хорошо положить в кимчи-чиге, что я сейчас и сделаю. И сначала листья, если они у вас цельные, то есть ваши домашние кимчи, потому что покупное, оно чаще всего уже нарезанное, мы нарезаем. Удобнее всего делать это ножницами, и потом можно не каждый в отдельности разрезать кусочек, а вот таким вот образом достаточно быстро порезать. И таким образом мы получаем размер как раз таки подходящий, ни большой, ни маленький. Затем мы нагреваем сковороду, и нам понадобится растительное масло в объеме 3 столовых ложек. После этого мы сразу закладываем зеленый лук и немного пассируем его, буквально несколько секунд. На этом масле мы сделаем масло зеленого лука и сразу же закладываем туда нарезанные сосиски. И вместе с луком мы должны будем жарить все это на среднем огне. Смысл в том, что надо это все время немного помешивать. И когда у нас с вами лук и сосиски, можно так сказать, позолотятся, до такого немного поджарятся, то мы добавляем сахар, пол столовой ложки. И как только мы почувствовали запах сахара, то тогда сразу добавляем соевый соус, тоже половину столовой ложки. Все это мы перемешиваем так, чтобы и сахар, и соевый соус, они смешались и между собой, и с предыдущими уже поджаренными ингредиентами, и тогда мы закладываем нарезанные кимчи. Все это мы жарим на среднем огне, все время помешивая, где-то в общем около 2 минут. И затем мы добавляем красный молотый перец, половина чайной ложки. Мы это делаем больше даже не для вкуса, а для цвета. То, что кимчи, оно само по себе уже острое, и жарим на среднем огне, все время помешивая, где-то в общем около 2 минут. И затем можно добавлять уже отварной рис. Рис, конечно, поскольку он уже остынет, он слипнется между собой, поэтому мы его выкладываем, и нужно будет его размять ложкой прежде. Смотрите, здесь это может отнять достаточно долго времени, поэтому вы можете либо сделать огонь совсем маленьким на плите в это время, либо же его совсем абсолютно выключить. И когда вы уже разомнете рис и достаточно хорошо его перемешаете, то тогда включите снова огонь, и опять-таки на среднем огне все это вот так вот перемешивая, мы продолжаем это жарить. Тут уже дело вашего вкуса. Вы можете это очень сильно поджарить, потому что некоторые именно так любят свой кимчи бакэмбап, а можете просто довести до состояния однородности. Как только все хорошо так перемешали, и чтобы все достигло однородного состояния, то все, собственно говоря, можете снимать с огня
огня. Если хотите, перед тем, как снимать с огня, можете добавить столовую ложку кунжутного масла. Тут уже по вкусу кто как любит. И еще один поинт – это жареное яйцо. Яйцо для этого блюда как топпинг сверху кладется сильно поджаренное, такой с подгорелыми краешками. И еще один поинт, такой лайфхак, можно сказать, кунжутные семена. 1 столовая ложка, это в расчете на 2 порции. Если вы вот так вот в толкушке все это разотрете и сверху тоже как топпинг положите на яичко, будет необыкновенно вкусный запах, аромат и, конечно же, вкус. Как вы видели, блюдо это не хитрое, готовится оно очень быстро при наличии всех необходимых ингредиентов. В Корее это блюдо очень популярно среди студентов, потому как в Корее это выходит недостаточно дорого и студентам по карману и не занимает плюс-таки много времени, которого у студентов, как всегда, конечно же, мало. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!